В 1974 году ученый по имени Дон Мёртон шел через глухие леса Новой Зеландии. И шел он не спасать птицу, а попрощаться с ней. Считалось, что какапо, большой зеленый попугай, уже вымер. За 25 лет его искали больше 60 раз и нашли всего 6 птиц. И почти все они вскоре погибли. Мёртон должен был просто подтвердить, что вида больше нет. Но в ту ночь лес отозвался. Сначала одним низким гулом, потом другим. Какапо был жив. И идя на этот звук, за следующие 3 года ученые нашли 18 птиц, больше, чем за все предыдущие десятилетия. Казалось бы, настоящее чудо. Только радость угасла очень быстро. Все 18 оказались самцами, и ни одной самки среди них не было. А без самок не может быть и птенцов, так что птицы были живы, но будущего у них уже не оставалось. И все же то, что случилось дальше по всем законам природы, случиться было не должно. Чтобы понять, почему эта птица оказалась на самом краю, нужно знать, насколько она нарушала все привычные правила. Какапо – самый тяжелый попугай в мире, он весит до 4 килограммов, не умеет летать, бодрствует по ночам и доживает до 60, а порой до 90 лет. Миллионы лет он жил на островах, где не было ни одного хищного зверя, и за это время потерял даже способность бояться. При опасности какапо не убегает, он замирает и сливается с зеленью, надеясь остаться незамеченным. Против старого врага, гигантского орла Хааста, что высматривал добычу с высоты, такая уловка работала безотказно. Какапо не был глупым, он был идеально приспособлен к миру, которого больше не существовало. А чтобы самки находили их в темноте, самцы придумали нечто почти невероятное. Каждый выкапывает в земле чашу, садится в нее и часами раздувает грудь, превращая собственное тело в живой барабан. Этот низкий гул разносится по холмам на километры. Именно его и услышал Мёртон той ночью. Был у птицы и второй маяк – мягкий медовый запах, по которому самки находили самцов. Но когда на острова пришел человек, а с ним кошки, крысы и горностаи, все, что веками спасало какапо, обернулось против него. Замерев, вместо того, чтобы бежать, он становился легкой добычей, а нежный запах, что вел к нему подругу, теперь вел к нему и хищника. Красота обернулась приговором. Уцелели лишь единицы, те, что прятались в самых глухих долинах Фьордленда, куда звери добрались позже всего. Но главная беда никуда не делась. Все 18 птиц были самцами, и поиски самок все продолжались. На соседнем острове Стюарт ученые услышали гул уже 200 птиц, и впервые появилась настоящая надежда, что хотя бы там, среди такого множества, отыщется самка. К сожалению, год за годом все поиски оставались напрасными. А потом в 1980 году помог случай. Охотничья собака замерла у корней дерева, и под ними нашли птицу, заметно мельче и стройнее остальных. Это была самка, первая за долгие десятилетия. Вскоре отыскали еще нескольких, уже с гнездами и птенцами, и стало ясно главное – вид все еще способен продолжаться. Радоваться, правда, было рано. На том же острове расплодились одичавшие кошки, и птицы гибли одна за другой. Найти самок оказалось мало, их нужно было еще успеть спасти, и людям пришлось одна за другой перевозить какапо на безопасные острова. Когда-то похожие уже пробовали. Еще в конце 19 века смотритель по имени Ричард Генри в одиночку перевез сотни какапо на отдельный остров, надеясь укрыть их от беды. Несколько лет все шло хорошо, а потом один единственный горностай переплыл пролив, и от целой колонии за пару лет не осталось ничего. Этот горький урок запомнили. Теперь острова выбирали как можно дальше от большой земли и полностью очищали от всех до последнего хищников. Птиц перевезли на такие острова, окружили заботой и охраной, они все равно почти не выводили птенцов, и ученые долго не могли понять, в чем дело. Оказалось, что какапо размножается не каждый год. Он ждет особого дерева под названием риму, которое лишь раз в несколько лет осыпает лес мелкими ягодами. И только тогда самка готова откладывать яйца. Сколько ей не предлагали другой еды, она упрямо ждала именно эти ягоды. Сначала люди решили, что дело просто в сытости, и составили идеальный искусственный корм. Птицы ели его, набирали вес, оставались здоровыми и все равно не гнездились. Разгадку нашли только в 2015 году. В
плодах Риму обнаружили редкое сочетание кальция и витамина D3, вещества, которые прежде встречали почти исключительно у животных, но не у растений. Для самки, которой нужно сформировать яйца и в одиночку выкормить птенца, это был не просто корм, а биохимический сигнал к началу кладки. Люди годами пытались заменить лесную ягоду подкормкой, не зная, что именно они пытаются заменить. Они ломились в закрытую дверь, пока ключ все это время лежал в обычной лесной ягоде. Но стоило разгадать одну загадку, как птица поставила перед людьми новую. В 2002 году Риму наконец дал богатый урожай, и люди решили использовать этот шанс сполна. Стали усиленно подкармливать самок, чтобы привести их в лучшую форму, ведь чем сильнее мать, тем больше у нее птенцов. Птенцов и правда родилось больше, но когда их пересчитали, выяснилось, что почти 3/4 – самцы. А виду не хватало как раз самок. Своей же помощью люди сделали только хуже. Почему, стало ясно не сразу. У какапо пол будущего птенца определяет сама мать, и решает это не случай, а ее состояние. Когда самка сыта и живет в полной безопасности, ее организм сам начинает чаще закладывать самцов. А когда еды в обрез – самок. Усиленно подкармливая птиц, люди невольно создали для них то самое сытое изобилие, и самки дружно принялись рождать сыновей, которых виду и так хватало. Правильное решение оказалось обратным тому, что подсказывал здравый смысл. Кормить меньше, ровно столько, чтобы самка была здорова, но не разъедалась. И тогда самцов и самок стало рождаться поровну. Так люди впервые научились решать, кто появится на свет, всего лишь меняя пищу матери. Шаг за шагом дело наконец двинулось. В урожайные на ягоды годы рождались птенцы, и птиц становилось все больше. Сначала их число перевалило за 100, затем подобралось к 150. Но у этого роста была своя цена. Все нынешние какапо – близкая родня, потомки той самой горстки уцелевших. А когда все вокруг родственники, потомство выходит слабым. Хуже работает иммунитет, чаще портятся яйца, птенцы рождаются болезненными. Для вида это смертельно опасно. Стоит прийти одной серьезной заразе, и она может выкосить всех разом, ведь защищаются они одинаково плохо. Чтобы не дать птенцам выродиться, людям пришлось взять под контроль само продолжение рода. Они расшифровали наследственность каждой живой птицы и стали вести настоящую бухгалтерию жизни. Кого с кем свести, чтобы птенцы вышли крепче, и как можно дальше друг от друга по родству. Чье яйцо переложить в чужое гнездо, какого птенца спасать первым, какую самку можно потревожить, а какую лучше оставить в покое. Семя самых ценных самцов перевозили с острова на остров, иногда буквально с помощью дронов. Дошло до того, что людям пришлось обманывать самих птиц. Настоящее яйцо забирали в инкубатор, где за ним было проще уследить, а матери подкладывали точную копию. Их делали мастера Vita Workshop, той самой студии, что работала над «Властелином колец». Перед самым вылуплением такая копия начинала тихо подавать голос, готовя самку к появлению птенца. И та спокойно сидела на ней, ничего не подозревая. А когда настоящий птенец подрастал, его незаметно возвращали, и мать принимала его как родного. Появилась у программы и своя живая знаменитость – самец по имени Сирокко, который однажды прямо на глазах у съемочной группы BBC забрался на голову ученому и попытался спариться, приняв его за самку. Ролик облетел весь мир, и Сирокко сделали официальным символом охраны природы. Казалось, все идет на лад, но именно в миг торжества пришла беда. В 2019 году ягод созрело небывало много, птенцов вывелось как никогда, а потом на одном из островов вспыхнула грибковая болезнь легких. Заболела 21 птица, 9 из них погибли, и на лечение пришлось срочно вывести 51. Ровно столько, сколько оставалось во всем мире в 1995 году, когда программа только начиналась. Вспышку остановили, но урок был жестоким. Пока весь вид живет на горстке островов и так близко связан родством, одной единственной болезни хватит, чтобы перечеркнуть 30 лет труда. Тогда люди и задумались вернуть какапо на Большую Землю. Не ради красивого возвращения, а на всякий случай, чтобы у вида всегда оставалась вторая, запасная семья.
В 2023 году 10 самцов впервые за 100 с лишним лет вернули на один из главных островов Новой Зеландии, в большой лесной заповедник Маунга-Таутари, на северном острове, обнесенный оградой от хищников длиной в 47 километров. И птицы тут же показали, что не намерены сидеть там, где их поселили. Они дотошно обследовали забор, а один смышленый самец взобрался на упавшее дерево и перебрался через ограду на соседнее поле. 7 в итоге пришлось вернуть на острова, но 3 остались. И впервые за целое столетие над Большим островом вновь разнесся их ночной гул. И это повторялось снова и снова, чтобы люди не придумали, птица находила в их замысле слабое место и каждый раз оказывалась на шаг впереди. И вот наступил 2026 год. 14 февраля вылупился первый за 4 года птенец, а следом десятки новых. Дерево Риму осыпало лес ягодами как никогда прежде. За один сезон на свет появилось 106 птенцов, при том, что прежний рекорд был всего 73. Из 51 птицы, с которой все начиналось, Какапо стало больше 230, и рекордный выводок обещает поднять это число еще выше. Но важнее другое. В 1995 году во всем мире оставалось всего 20 самок, а сегодня их 83, вчетверо больше. У птицы наконец появилось будущее, и появилось оно потому, что люди 30 лет учились ее слушать. Слушать про ягоды, про еду, про то, каких птенцов она готова растить. Дожить до этого триумфа удалось не всем. Дон Мёртон, тот самый, что когда-то нашел первых 18 птиц, умер в 2011 году, совсем немного не дотянув. А за 4 месяца до него ушел и сам Ричард Генри, попугай, которого назвали в честь того самого смотрителя, последней старинной фьордлендской линии. Он дожил почти до 80 лет и успел оставить потомство, замкнув круг, начатый веком раньше на том злополучном острове. Эта история не о том, как люди спасли беспомощную птицу. Она о том, как люди 30 лет признавали, что Какапо знает свои правила лучше них. Он не выводил птенцов, пока мы не разгадали тайну ягод, рождал одних самцов, пока мы не разобрались с едой, перебирался через забор, напоминая, что даже не летающая птица не обязана сидеть там, где ее посадили. Каждый раз мы строили систему, и каждый раз Какапо показывал, где эта система ошибается. А теперь у программы появилась новая цель, обратная прежней. 30 лет люди забирали себе все больше власти над каждым яйцом, каждым птенцом, каждой парой. А теперь хотят эту власть вернуть. Ослабить надзор и позволить птице ошибаться, дичать и жить самой по себе. Потому что самое невозможное в этой истории не то, что вид вытащили с самого края, а то, что ради этого людям пришлось наконец смирить гордость и признать: птица права, а мы нет.